Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я буду вам показывать одну интересную сборку, на которой очень и очень часто играют, и она очень и очень часто появляется в лобби и все такое. Это сборочка через синергию Новы и Керри Акали. Надеюсь, она мне будет идти очень хорошо, и я, соответственно, смогу вам полностью показать эту реализацию. Поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделал. Также подписывайся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Ну а если можешь стать спонсором, милости прошу к нашему шалашу. В общем, плюсы и минусы этой сборки. Плюсы. Очень рано собирается Акали в 3 звезды. Опа! Не, ну это сам Бог велел. Сам Бог велел, чтобы я сыграл сегодня через Акали. Я надеюсь, что она прям будет лететь, и я ее очень быстро соберу. И очень... Ни хрена себе идет. Ого! Ну мне это нравится вдвойне. Даже, я бы даже сказал втройне. Так вот, я надеюсь, что Акали придет очень рано в 3 звезды. И я очень надеюсь, что я смогу очень рано собрать полную синергию Новы. В чем плюсы, в чем минусы этой сборки? Плюсы. Во-первых, очень рано собирается Акали. Собираешь ты ее на 6 уровне. Не, ну это какая-то вакханалия творится. Просто вы посмотрите, мне Нова идет, что не в себя. Зои. Опа, а что даешь? Скорость атаки, бабки и щиток. Давайте я, наверное, возьму скорость атаки. Наверное, за 50 маны все-таки возьму. А вдруг мне сейчас аугментация выпадет, которая будет давать мне 2 закона арбитров. И можно, в принципе, будет еще один закон выбрать. Я вот хочу, чтобы хоть один раз мне адекватно пришли арбитры, и чтобы выпала аугментация на законы арбитров. Там, короче, в чем суть этой аугментации? Это в том, что у тебя появляется 2 закона вместо одного. И ты можешь выбрать, например, силу умений и спам Леона. Либо же силу умений и, соответственно, максимальное ХП. Это прям очень жесткая аугментация. Я надеюсь, что, соответственно, когда-то у меня получится вам ее показать. Потому что это реально очень крутая аугментация и очень интересная. Так... Сейчас надо подумать, какую аугментацию выбрать. Ну, кстати, тропа войны мне нравится. Я эту аугментацию уже один раз брал, и она в действительности много чего дает. Еще и Velvet, еще и Velvet 2 звезды пришел. Мне это вдвойне нравится. Ну, сразу по дефолту делаю каменный доспех Гаргульев танка, почему бы и нет, и сразу пояс запихну ему, потому что доспех Вармола я тоже хочу сделать. В общем, плюс этой сборки. Акали собирается очень быстро, это сильный керри, который может вначале вас протаскивать хрен знает куда, а при активации синергии Новой и активации удара, чьи высокого напряжения, как оно там называется, уже не помню. Короче, удар Новы вы выбираете на Акали, через 8 секунд все вражеские герои будут находиться под кровотечением. И если Акали в это кровотечение накинет свои кунаи, то, соответственно, на 12% урон будет больше. И прикол в том, что все модификаторы атаки распространяются на это кровотечение. То есть вы можете закинуть туда красное усиление в Акали, и она будет поджигать их всех. Вы также можете закинуть туда хекстековый штык в Акали, и, соответственно, она будет всех регенить. И на самом деле это прикольно звучит. И поэтому я хочу вам показать именно эту реализацию, и я вижу именно такой топ предметов. Если бы, конечно, у меня еще была аугментация на клинки смерти, это та аугментация, когда ты получаешь клинок смерти, и за каждое участие в убийствах ты получаешь 1% к силе атаки на этом предмете. Берешь таких 2 предмета, берешь хекстековый штык и наносишь колоссальное количество урона через 8 секунд. Просто все вражеские герои находятся под кровотечением, и они просто будут вытекать. А ты еще и стакаешь эти клинки смерти, это там вообще песня. Сборка очень легкая, простая, есть очевидные танки, а дальше ты уже докидываешь то, что тебе не хватает по игре. То есть не хватает стенки, докидываешь стенки, не хватает урона, докидываешь урончика. По сути, у вас есть несколько керри в такой сборке. Акали, Киндред. Вот. У вас есть 2 таких жестких керри. Ну, можно, конечно, еще сделать Кейтлина, если она собралась в 3 звезды очень рано. Керри, она на самом деле хорошо наваливает. По танкам это, естественно, Маукай. К Маукаю мы будем докидывать, скорее всего, я буду докидывать Орна, потому что я буду ролиться на 6. Я думаю, что Орн и Маукай, это прям будет топчик. Надеюсь, что они будут хорошо идти. Не, ну сам Бог велел сегодня сыграть через синергию Новы и именно через Акали. Вот серьезно. Ну и в целом, синергия Новы — это очень простая синергия, которая на самом деле очень много чего дает.
Через 8 секунд активируется вот этот удар нового, и вы получаете там точность, хп-реген, раскол брони по вражеским фигурам и так далее, и так далее, и так далее. И вот, кстати, можно еще будет докинуть 4 мародера, докинуть 4 дебашира сверху еще к этой сборочке. О, не, ну блин, разгуляться, конечно, можно очень жестко. В общем, буду сегодня разгуливаться. Минусы. Сборка очень конкурентная, играют на ней очень часто. И очень часто собирают эту Акали. Прям, ну вот, наверное, из 10 игр, в 5 играх вы точно увидите эту сборку. Серьезно, они не играют, кто хочет. А, еще забыл важный такой вот нюанс подметить. То, что когда Акали кидает свои кунаи, то за каждый кунай она отнимает минус броню и сопротивление у вражеского героя. Если, соответственно, критический удар будет в этих кунаях, то, соответственно, по минус 2 брони и сопротивления отнимают ее кунаи. Это очень жестко. Боги здесь у меня, конечно, такие себе, но в целом пойдет. Вот этот бог трэш, он меня бесит, если честно. Максимально бесит. Но я тут, кстати, наверное, пояс возьму, чтобы сделать сразу себе доспех Вармога. Доспех Вармога — это сильный танковый предмет, а еще у меня будет Джимаукай, поэтому... По-любому я хочу взять этот предмет. Вот. По поводу плюсов и таких вот нюансов мы поговорили. Кстати, я, наверное, сейчас Зои уже продам. Ну, потому что она мне не нужна, по факту. Типа, у меня есть вот Кейтлин. Хотелось бы, конечно, чтобы мне пришел Маукай, чтобы сделать себе... Хотя ладно, я вот так вот сделаю. Мне кажется, 2 мародера будет попрофитнее. И реликты будут попрофитнее. Чуть-чуть. Ну, у меня хоть их 2, но... Ладно, пусть будет пока что так. Хотя на самом деле может лучше. Ну, на следующем раунде я, наверное, поставлю Кейтлина и Атрокса, чтобы синергию новую получить. И чтобы у всех был раскол брони сразу. То есть, чтобы через 8 секунд я раскалывал всем броню. По-моему, мне кажется, это топчик. Так вот. По поводу минусов этого героя. На самом деле, герой очень ватный. Очень... быстро умирающий, но на самом деле это особо-то и не важно. Не важно, конечно. Хочется, чтобы он жил, чтобы хекстековый штык хилил, чтобы урона было хорошо, много. Короче, хочется, чтобы этот герой жил как можно дольше, потому что на самом деле этот герой очень часто заходит во вражеские туза и начинает там такую вакханалию творить, что просто диву даешься. Я, кстати, вот так вот сделаю сейчас. В Орна закидываем вот эти вот предметы. Я, наверное, Орна все-таки хочу в 3 звезды собрать. Блин, ну так много синергий активных, но толку от них. Ну, лучше, наверное, пусть пока будет так. Мне кажется, будет посильнее. Но если что, потом можно будет продать Брайера, закинуть Кейтлин, получить скорость атаки. Так вот. Герой хиленький, хлюпенький, но особо это не важно. Особо это не важно, потому что этот герой реализуется 3 звезды. И просто через 8 секунд он накидывает всем свой дебаф. При вот это вот там появится, короче, у меня предмет один, который удар новый называется. Я не помню, если честно, как он называется. Посмотрим, как он называется, когда он придет. И он, соответственно, через 8 секунд активирует просто свою особенность, свои способности от синергии Нова. Именно от способности. И через 8 секунд все начинают тупо вытекать. Все. И на самом деле это очень жестко. Почему? Потому что задняя линия тает тупо на глазах. Невменяемо тает на глазах. Я думаю, вы это все сами увидите. Ну, хотелось бы, конечно, еще и предметы жесткие собрать. Например, 2 клинка смерти, которые стакают каждый раз процент силы атаки. Хотелось бы хекстековый штык в этом случае еще получить. Да хотя бы 1 клинок смерти такой, хекстековый штык и, наверное, поджог какой-то. И было бы жестко. Героя мы, естественно, будем прятать, чтобы он в первой линии находился, потому что если мой танк умрет, то они, соответственно, переключатся на него, и ты потом будешь локти грызть. 5-й уровень, мне пришел Корки. Вы можете приколоться с этим? 5-й уровень, мне пришел Корки. Серьезно? Да. Что делать? Поставлю пока что так, Велвета продам. Хотя Велвета, на самом деле, наверное, я зря продал, потому что он мне подходил. Он является мародером из Адира, и как раз под синергию новой это было бы топчиком. Аж нос зачухался. Дико извиняюсь. Вот, что еще рассказать про этого героя?
Да, кровотечение, получается, тоже влияет на хекстековый штык, не только на обычные тычки. Короче, я так понимаю, хекстековый штык работает абсолютно на весь вид урона, даже на синергию. Но это прикольно. Ну хорошо, что, кстати, мне Корки ранее пришел, потому что Корки это мой будет, грубо говоря, вторым керри пока что. Заменитель Киндреда. Корона Димасии нет, спасибо, не надо мне такое. Теряет все золото, нет, неинтересно. Компоненты интересно, но нет. Чистый урон неинтересно. Тоже неинтересно. О, 35% убийственности. Сюда эту прикормку. Это мне нравится. Может, и Кейтлин соберу в 3 звезды, это тоже мне нравится. Так вот, то, что мне сейчас пришел Корки, это на самом деле топчик. Ранний Корки. На 3-й стадии он мне пришел. Он под качами судьбы сейчас будет нормально урона накидывать. Он будет очень часто накидывать свои ракетки. Вот, что еще рассказать про эту Акали? Да в целом особо и нечего рассказывать. Я все рассказал. Типа все плюсы и минусы вначале рассказал. И больше как бы и нечего рассказать. Сборка очень легкая, простая. И она на самом деле рабочая. Я покажу, насколько она рабочая. Надеюсь, получится с первого раза. Да, бывают игры, конечно, когда тебе ни хрена не идет, а твоему противнику идет абсолютно все, и ты просто кусаешь локти. Но так, по предметам, я считаю, ей такие топовые предметы нужны. Хекстековый штык, потому что там, ну, нереальное количество лечения вы получаете за счет этого хекстекового штыка. Через 8 секунд, когда активируется удар новый, когда все находятся под кровотечением, там хоть и по чуть-чуть урона наносится от кровотечения, но на самом деле вот это вот чуть-чуть, оно играет важную роль. Вот это вот чуть-чуть очень хорошо хилит. Очень хорошо. И она хилит. И вот этот хекстековый штык, он 20% от нанесенного урона по вражеским героям, неважно какой там, тычка, скилл, синергия, она, соответственно, восстанавливает героя, у которого наименьшее количество хп в процентажном соотношении. На самом деле, это какая-то сломанная тема, чуток, как по мне. По-моему, так не должно работать. Ну, хотя бы не должно работать на удар новый. Вот это вот кровотечение массовое, которое происходит через 8 секунд. Мне кажется, на это хотя бы оно не должно работать. Но оно работает, прикол в том. И работают все модификации атаки. Поэтому хекстековый штык, клинок смерти и, мне кажется, поджог. Это будет ультра имба. Но надо смотреть по ситуации, то есть что идет. Можно, конечно, закинуть, естественно, хекстековый штык, клинок смерти и условная грань бесконечности, чтобы чаще критовало вот это вот кровотечение, чтобы чаще кунаи критовали Акали, чтобы она минус броню очень жесткую делала. Что еще? Ну, блин, ну вариативно. Можно убийцу великанов засунуть, если, конечно, аугментация падает на убийцу великанов, потому что вы просто как с куста лутаете еще 30% убийственности. То есть 15% убийственности со самого клинка велика. Вы поняли, короче. От клинка великанов вы получаете 15% убийственности. И если аугментация падает на клинок великанов, соответственно, еще дополнительно 15% убийственности. А это дополнительный урон, соответственно, с кровотечения. Топ. Хотим ли мы это? Мы хотим это. Урон, кровотечение напрямую влияет от урона Акали. Это тоже важный такой вот момент. Давай, пожалуйста, приди мне очень быстро. Акали. Давай, пожалуйста. Маука. Не, ну мне нравится, что так хорошо идет. Мне очень нравится. Мне, кстати, вот этот момент. Если работают все дебафы, все модификаторы атаки на тычке, то, скорее всего, работает же и... Я, короче, вот так вот сделаю сейчас, чтобы просто выйти в хорошую экономику и Атрокса того же самого не продавать, собрать его хотя бы в 2 звезды. Но, наверное, мне стоило мародеров все-таки оставить, потому что он давал еще и дебаширов сверху. Ну, имею в виду, Ургота надо было, наверное, оставить. Ну, ладно. Так вот. Урон с кровотечением непосредственно работает от ее предметов. То есть, чем, соответственно, больше у вас физического урона, тем, соответственно, жестче кровотечение. Все, в принципе. Это все, что нужно знать. А еще Акали — это такой герой, который очень часто реально находится во вражеских тузах. Ну вот, блин, он чуть ли не постоянно находится на вражеской задней линии. Серьезный герой. Ну, в целом, все как бы. Рассказывать больше и нечего. Я вот сейчас думаю, и чтобы просто не повторяться по 250 раз одной и той же информации, это нужно вот сейчас демонстрировать вам. И вроде как демонстрация должна пройти успешно. Фу-фу-фу. Надеюсь. А то я себя прекрасно знаю свою удачу, что
Когда я хочу что-то такое интересное записать, то бог рандома мне по голову... Вы поняли. Вы поняли. Кстати, хочу немножечко пожаловаться. Вчера был стрим. Ой, получается, не. Позавчера. Позавчера был стрим. Это для меня вчера. Для вас это будет позавчера. Позавчера был стрим. Я там настроил трансляции на 2К разрешение. И прикол в том, что на Твиче 2К разрешение, оно лагало. И об этом никто особо не написал. Я это заметил, когда пересматривал стрим-трансляцию. Потому что я делал вчера. Ну, для вас это вчера, для меня это сегодня. Я делал вырезку со стрима, потому что после стрима я отдыхал. И я заметил, что там стримы лагают. Чтобы вы понимали, мне такой танец с бубном нужно было сделать, чтобы скачать запись с трансляции с Ютуба. Это не передать словами, какой еще квест. Потому что если ты просто через творческую студию будешь качать так запись, ты будешь получать ее в очень плохом качестве. Там 720p и 30 FPS. Но я сделал танец с бубном и вытащил запись, это Full HD, 60 FPS в максимальном разрешении, которое только мог. 2К качество почему-то не хотело вытягивать. Ну, спасибо хоть на этом. Ребят, кто, кстати, пропустил стрим, во вкладке трансляции записи всех стримов есть. Так, по поводу танков. У меня будет танк Маукай. Судя по всему, я Орна еще соберу, потому что Орн неплохо идет. Так что вот такие вот будут у меня 2 танка. Вот. Что еще? Да больше и нечего. Киндред. Сюда эту прикормку. Выбор удара. Вот как называется эта хрень. Так, берем красное усиление, закидываем. И делаем клинок смерти. И смотрите сейчас, что будет происходить. Удар нов рассекает всех врагов ранее и накладывая на них кровотечение, наносящее 39 физического урона в секунду. Попадая кунами, повышает урон кровотечения на 12%. То есть напрямую зависит от вашего физического урона. Это раз. Во вторую еще и урон повышается от того, что вы задеваете кунами. Топ, я считаю, точно топ. И смотрите, через 8 секунд сейчас все подожгутся. Смотрите, бэм, все с поджогом. Мало ли того, что задняя линия вся вытекает спокойно, так еще и поджог работает. И при этом еще и работает хекстековый штык, который нереально много хилит. То есть вот эти вот 20%, ты вроде бы думаешь, ну что там 20% от этих 40 и 20 урона? А на самом деле это ни хрена себе сумма. Поэтому, ну, можно брать и нужно брать. Я это лично так считаю. Поэтому, что думаете на этот счет, напишите в комменты. Так. Хрень. Малые дубликаторы неплохо. Убийца... Опа! Чиназес. Убийца великанов сюда. Мы это берем. Соответственно, вытягиваем предметы. Так, красное усиление закину в Кинреда, потому что Кинред будет массово дебаф накидывать. Но я думаю, мне кажется, красное усиление намного лучше бы смотрелось в Акале. Но я в Кинреда закину, а убийцу великанов закину в Акале, чтобы все быстрее вытекали. Опа, повезло. Все, теперь какой квест у меня сейчас? Я сейчас буду брать 7 уровень. На 7 уровне я хочу найти себе Орна в 3 звезды. С Маукаем. Ну Маукая, походу, у меня не получится собрать, потому что типочек его тырит. Поэтому, походу, без Маукая мы будем сегодня. Ну, хотя бы попробуем Орна собрать, потому что Орна вроде как никто не собирает. Так что так. Вот, все. План построен, поехали. 7 берем, начинаем ролиться, начинаем находить Орна. И желательно найти ему предметики еще. Ну и, соответственно, надо Киндреда как Кири вторым делать, и все. Не, вы посмотрите на количество урона. Просто посмотрите на это количество урона. 12 тысяч урона. И просто как они все вытекают. Это жесть. Это какая-то сломанная хрень. Я очень рано собрал себе Акали в 3 звезды. С хорошими предметами под нее. И, ну, это реально хорошо. Это очень хорошо. Просто 14 тысяч как с куста. Охренеть? Я думаю, охренеть. Сейчас я еще буду докидывать сверху сборочку. Я сейчас Орна соберу. Может быть, и повезет и Маукая еще соберу. Уже... Не, походу не получится Маукая у меня в 3 звезды собрать. Но значит, надо хотя бы Орна собрать. Потому что у меня будет Орн единственным танком адекватным пока что.
Поэтому мне нужен 7-й, на 7-м ролимся, собираем орнов 3 звезды, дальше идем тупо в уровень. И будем докидывать свою сборочку. Сейчас на 7-м уровне я докину себе Велвета. Потому что он является мародером. Он просто 900 хп отрегенил. Ну это какая-то... Это жесть. Да хватит нос чухаться, алло, успокойся. Походу в нос получу. Походу эту игру я не вытащу. Ну посмотрим. Но на самом деле, эта сборка, она только на темпе работает. Вот серьезно. В лейте эта сборка уже может спокойно не работать. А на темпе она работает. Еще как работает. Так, ну я возьму общее обогащение. Почему нет? Типа можно было бы кости, конечно, бросить, но я хочу общее обогащение взять. Почему нет? Я буду мыслить нестандарта. Хочу еще, конечно, коготь дракона на всякий случай найти, потому что там у моего противника есть магическая сборочка, их 2. Моих противников, точнее. Так, возьму пояс. Так, вот магическая сборка, там еще и через Лулу тип играет, магическая сборка. Короче, коготь дракона хочется. Или надо было реально трэша выбрать в конце. Получить неизвестное количество денег. Цепь вышибала, классная тема. Но на самом деле мне нужен еще один доспех Вармога. Я бы второй доспех Вармога закинул бы в Маукая. А в Орна я хочу закинуть коготь дракона. Так, тут чел через физуху будет играть. Ну и плюс у него еще, кстати, там Грагас взрывающийся. Поэтому, может быть... Не, ну коготь дракона по-любому нужен, судя по всему. Без когтя дракона будет тяжко. Поехали, поехали, давай. Эть! Эть! Его, посмотрите. Виктор почти растаял. 4000 хп почти отрегенил. 4000! Не, ну мне кажется, реально, вместо убийцы великанов лучше всего закидывать красное усиление, чтобы все сжигались. Опа! Тропа войны сработала. Ну, Джина хочется поставить, если честно. Еще и предметов пачку насыпала. Орки в 2 звезды. Но орки в 2 звезды мне на самом деле не особо-то нужен. Так, что у нас тут? Ну, я возьму еще один доспех Вармога, закину так, что у нас тут? Убийца великанов. Возьмем, закинем в Киндреда. Лишним точно не будет. Орн идет, хорошо. Еще Орн, отлично. Векс. Чтоб мне так легендарки шли, когда я на легендарках хочу поиграть. Джина не хочется как бы продавать. Но, скорее всего, я от него откажусь, потому что дорого. И ставить некуда. Дорого его содержать. И ставить некуда. Давай, Киндред. Ух, хорошо. А вот мне, кстати, интересно, тропа войны, она срабатывает 1 раз или 2 раза может сработать? То есть, если я нанесу 160 урона вражеским тактикам, я получу еще один такой вот предмет? Так, 2 плаща, и, ну, хочется, если честно. Да, возьму. Несмотря на то, что там есть еще один доспех Вармога, я возьму. Точнее, еще один доспех Вармога соберу. Короче, пойдет. Вон, Маукай какой у меня жирный. Ну, один я тебе закину. Вот так вот сделаю. О, хорош! Вот это мне фартануло! Это божий дар. Это реально какой-то божий дар. И мне остался один Орн. Нахожу одного Орна, и реально можно идти в уровень. Вот это мне фартануло! Я, конечно, потерял один магнитный делитель на эту тему, но ничего страшного. Хорошо, я переработал шмотку. Если честно, я не ожидал, что настолько хорошо будет. Вообще не ожидал. Так, маг, физ. Ну, тут полуфиз, полумаг. Тут маг. И тут маг. Короче, кстати, по поводу облачения духов. Я пришел к выводу, ну, к такому своеобразному, что если облачение духов в принципе не выпало, то заменяется он легко когтем дракона. Дает кучу магического сопротивления, дает куча максимального здоровья и раз в 2 секунды хп реген хороший. В принципе, как облачение духов. Только единственная разница, это то, что облачение духов, оно дает
8% выносливости. То есть это единственная разница. Но на самом деле, типа, я когтем дракона доволен на 250%. Очень часто появляются магические сборки, и вот коготь дракона, он реально выручает. Боже, как они все тают на глазах, я удивлен. Если честно, я не думал, что это настолько жестко. Но, объективно говоря, мне очень рано пришла Акали. Шен! Там Кенч. Наконец-то Орн. Нужен ли мне Шен? Ну, по факту вообще не нужен. Там Акинча можем мы, в принципе, докинуть. Там еще Ургота поставим. Может, получится и 4 дебашира поставить, что тоже будет неплохо. Ну ладно, Маукая мы не соберем пока что. Потому что там очень много чуваков, которые тырят у меня Маукая. Поэтому мы не будем с ними конкурировать. Мы отступим и пойдем дальше. Переступим их, как говорится, и пойдем дальше. Не, ну это какая-то жесть. Вы посмотрите, задняя линия почти растаяла. И еще Акали, которая в задние ряды забежала. Вот то, о чем я говорил, что Акали, она очень часто находится в задних рядах, потому что она, когда кидает свои кунаи, она немножечко перемещается. Опа. Челик тоже там получил сундучки. Я тоже Фиору хочу. Она мародером является. А, тут чел через Грагаса прям хочет играть. Но ему надо еще один дебашир, чтобы закрыть свою сборку. 6 дебаширов, 4 псионика у него получается. Ну что? Бывает. На самом деле у меня так до хрена хп на такой стадии. Давно такого не было. Но эта игра хорошо пошла. Если игра, знаете, можно назвать на чем-то метовом. Чпуньк. Вот видите? Просто первая линия еще жива, а Акали уже тусит в задних рядах. Топчик. $62 урона наносит. Каждую секунду. Опа, облачение духов. Берем. И Фиора. Отлично. Все, надо идти тупо в уровень. Маукая собирать мы не будем. Потому что на Маукая там целых 2 конкурента. Там целых 2 типа хочет его собирать. Вот один. А где второй? В 4 звезды попе чел собрал. Вот второй там тип. Короче, 2 типа собрали его в 2 звезды, поэтому особого смысла нет. Вообще, вот эта вот сборка, которая у меня здесь есть, планировщики команды, я ее хотел под Грейв заделать. Но, как мы видим... Хочешь, Саня, перехочешь. Давай. А ну-ка, поджигаем. Точнее, кровотечение всем. Вон, по 100 урона, по 80 урона типы получают. Это какая-то жесть. Задняя линия тупо тает на глазах. Хорошо, что кровотечение еще не накладывает эффект, знаете, как поджог. Что он не может хилиться адекватно. Это сильно. Но я думаю, в действительности, то, что вместо вот такого вот убийцы великанов, как у меня, можно закинуть сюда красное усиление. Я себе закинул, потому что у меня как бы аугментация выпала на убийцу великанов. Я убийцу великанов недавно называл клинком великанов, да? Опустим этот момент. Опустим этот момент. Бывает. Ну, называл и называл. Ну, Нова, конечно, много дает. Очень много дает. Очень легко собирается, очень много дает. И есть четкие керри. Топчик. Еще и докидывать можно кого угодно почти в них. К ним. В них, к ним. На них, под них. Знаешь, что у меня сегодня, знаете, с формулировкой мысли. Точнее, не формулировкой. Короче, вы поняли. Сегодня я как-то путаюсь, ребяточки. Немножко запутался. В словах. Блин, что-то игра так быстро заканчивается. Топ-4 уже. Опа. Маука идет. Хорошо. Пусть будет.
Так, все, Маукая ни у кого нет, но я в любом случае собирать его уже не буду сейчас в 3 звезды. Я просто пойду в уровень и буду докидывать сборочки, и все. Кайфуем. Кайфуем. Вообще Орн это какой-то, ну, незаконно сильный танк. Я уже об этом говорил и буду говорить, то что Орн реально незаконно сильный танк. Так, раз там можно поставить. 10 брони сопротивления, 10% скорости атаки дает, что в принципе неплохо. Так, ну я клятву защитника возьму, закину в Маукая. Клятва защитника даст щит 20% от максимального здоровья. А у Маукая этого здоровья дохренища. Потому что Маукая получает на 50% больше хп от всех источников. Так вот. О чем это я? О чем это я? Да вроде ни о чем. Ладно. Все, сейчас спокойно 9 возьмем. А, то, что игра быстро заканчивается. Давно у меня таких хороших игр не было, когда все пошло как по маслу, и все пришло как по маслу. Еще и по предметам хорошо поприходило. Очень давно такого не было. По сути, показал вам сборочку с первого раза. Кстати, тропа войны 1 раз дает. Видите? У меня 185 урона там нанесено. Эх. А было бы жестко, если бы тропа войны давала 2 раза. Было бы жестко. Не знаю, сейчас, по-моему, игра уже закончится. У одного 6 хп, у второго 3 хп. Ладно, я возьму уровень. Поставлю Фиору. Надо Ургота найти. Так, там, Кенч, погуляй. Ургот, здорово. Вот так сделаем. 4 мародера. Вкусно. Ну, на 10 уровень, как затычку, все-таки можно было бы закинуть Раста. Он бы дал кучу статов. Ну, как кучу. 12 брони сопротивления и 12% скорости атаки. Ну, в целом вкусно. Не то чтобы вкусно, но по сути вкусно. Не, ну они жесть как... Не, задняя линия тает тупо на глазах. Какая-то сломанная дичь. Реально, я же говорю, красное усиление все докинуть и можно тупо кайфовать. Киндред. Ну, сейчас игра уже закончится. Это какая-то тотальная развалочная была. Тотально развалочная. Я думаю, там противники тупо в шоке, что произошло только что. Да. А интересно. А, я уже проверял. Короче, вдруг чего вредоносная матрица не работает на вот этот вот, на вот это вот кровотечение от Акали. Это вдруг, если кому-то интересно, то она не работает. Работает поджоги, вся эта хрень, но вот вредоносная матрица не работает. Если бы вредоносная матрица работала на кровотечение, это было бы чересчур сильно, как по мне. Это было бы ультра сломано и ультра сильно. Блин, ну какая-то очень быстрая катка получилась. Ну вот, в принципе, вам каточка, которая, ну... О, как же красиво апнул изумруд второй на этой Акале. Короче, ребят, пробуйте эту сборку. Сборка рабочая. У меня он с первого раза получилось ее реализовать. Но мне с первых раундов пошло как по маслу все. Единственное, что эта сборка в действительности на темпе работает. Она не работает, если очень поздно все приходит. Но красиво, красиво получилось. Ну, блин, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях, потому что добавить мне уже нечего абсолютно. Ну, а если ты еще не поставил свой лайк и не подписался, самое время это сделать. Также подписывайся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.